Привет! Меня зовут Сергей, и сегодня у нас с вами будет совсем простой урок, в котором мы создадим вот такой брелочек в виде смайлика. Плетется он совсем просто, и резинок нужно немного, поэтому я думаю, он вам точно понравится. Ну что ж, давайте приступим. Приготовьте ваш станок. Ряды на нем расположите так, чтобы центральный немножко выходил вперед по сравнению с двумя крайними рядами. Открытые стороны столбиков должны смотреть на вас. И приготовьте резинки тех цветов, из которых вы будете плести смайлик. В основном я буду использовать желтый цвет, но также для глаз и рта буду использовать резинки черного цвета. В процессе накидывания резинок на станок мы их будем брать по 2 штучки. Берем 2 резинки и накидываем с первого столбика левого ряда на первый столбик центрального ряда. Затем берем еще пару резинок и накидываем с правой стороны с первого столбика центрального на первый столбик правого ряда. Далее по правому и левому ряду вниз накидываем по 4 пары желтых резинок. Давайте считать вместе. 1 пара, за ней последовательно идет 2 пара, 3 и 4 пара. Это с правой стороны, и с левой стороны тоже накидываем 4 пары. 1, 2, 3 и 4. А вот по центральному ряду нам нужно накинуть 5 пар. Поэтому накидываем с первого на второй столбик. Это 1 пара, затем идет 2, далее 3, 4 и, наконец, 5 пара желтых резинок. Крайние столбики соединяем с центральным, накидывая тоже парами. С правой стороны к центру по диагонали и с левой стороны к центру накидываем парочку резинок по диагонали. На последний столбик нам нужно накинуть 1 желтую резинку и закрутить ее здесь 4 оборота. Накидываем 1 оборот, у нас получился. Закручиваем 2 оборот, закручиваем 3 и 4 оборот. Теперь давайте сделаем расширение для смайлика, чтобы по бокам он тоже был толстенький. И для этого отступим несколько столбиков и накинем последовательно 3 пары. 1, далее 2 и 3 пара. На последний столбик накинем 1 резинку и закрутим 3 оборота. Накинули это 1 оборот, закручиваем 2 оборот и закручиваем 3. Еще такую же заготовку нам нужно сделать немножко левее. Накидываем пару резинок, затем еще пару, 3 пару чуть ниже. И тоже на последний столбик накидываем 1 желтую резинку и закручиваем 3 оборота. Накинули 1, закручиваем 2 и 3 оборот. Берем наш крючок и приступаем к процессу плетения. Заводим крючок в последний столбик, отодвигаем 3 оборота, которые мы только что накрутили. Изнутри захватываем пару, снимаем со столбика и накидываем на впереди идущий столбик. Еще 1 пару захватываем изнутри, снимаем со столбика вперед. И еще 1 пару изнутри снимаем и накидываем вперед. Заготовка 1 сплетена. Мы заводим крючок в последний столбик и снимаем ее со станка. То, что сейчас у нас находится на крючке, все эти петельки, мы должны накинуть на вот этот столбик левого ряда. Это 5-й столбик, если считать сначала. Натягиваем все петельки и аккуратно накидываем их на этот столбик. Далее, на другом конце этой заготовки мы заводим крючок в 3 оборота резинки, которая вот на конце у нас есть. И накидываем эту резиночку на самый первый столбик этого левого ряда. С правой стороны сделаем такую же заготовку. Вот она у нас здесь, только не сплетена пока. Заводим крючок, изнутри захватываем пару, снимаем, накидываем вперед
Изнутри пара тоже снимаем вперед. И последняя пара изнутри снимаем и накидываем вперед. Всю эту заготовочку снимаем со станка. То, что находится на крючке, накидываем на столбик правого ряда. Натягиваем и все вот эти 4 петельки накидываем. На другом конце заготовки засовываем крючок в 3 оборота желтой резинки, натягиваем и накидываем на самый первый столбик правого ряда. Опускаем резиночки вниз. И сейчас нам нужно сделать глаза. Для создания глаз, как я уже говорил, буду использовать черные резинки, но также можно использовать и бусины, если у вас они есть. Сначала возьмем одну черную резинку и закрутим ее на крючке 4 оборота. Накинули 1, 2, 3 и 4 оборот. Двигаем эту заготовку ближе к корпусу крючка. Еще одну резинку. 1, 2, 3, 4. Далее возьмем одну желтую, накинем на кончик крючка и скинем на нее вот эти 2 черных резинки. Захватываем, протаскиваем. Захватываем все 4 оборота и протаскиваем вот сюда. Теперь размещаем одну часть на первом столбике левого ряда, а другую часть на первом столбике правого ряда. Глаза раскидываем по сторонам с помощью крючка, чтобы они не в центре у нас кучковались. Теперь вот эту резинку, которая находится между глаз, мы с вами должны натянуть вниз за второй столбик центрального ряда. Получается, что эта резинка у нас проходит вот так. Теперь возьмем еще одну черную резинку и сделаем рот, накинув на второй столбик левого ряда и второй столбик правого ряда. Вот пока так. Теперь нам нужно еще накинуть 2 желтых резинки поперек. Сначала возьмем одну и накинем ее на вот эту тройку столбиков. 1, 2, 3. У нас получился треугольничек, который смотрит на нас. Затем возьмем еще одну резинку и накинем чуть выше. Но в этот раз треугольник будет уже смотреть вперед от нас. Вот таким образом. Теперь мы можем перейти к процессу плетения. Заводим крючок в самый последний столбик и отводим тыльной стороной крючка резинку, которую закрутили 4 оборота. Захватываем пару, которая находится выше всего. Снимаем со столбика и накидываем на тот, которому она принадлежит. В моем случае она принадлежит столбику левого ряда. Затем вновь заводим сюда же крючок и захватываем следующую пару, которая находится выше всего. И у меня эта пара относится к столбику правого ряда. И, наконец, последняя пара у нас относится к центральному ряду. Поэтому мы ее на впереди идущий столбик и накидываем. Теперь нам нужно сплести левую часть и правую часть до рта. Заводим крючок в столбик и отводим все резинки, кроме самой нижней пары. Захватываем нижнюю пару, снимаем изнутри со столбика и накидываем вперед. Захватываем на этом столбике изнутри пару и накидываем вперед. Здесь отодвигаем треугольную резинку, изнутри снимаем пару и накидываем вперед. Пока, стоп, до рта мы дошли. И теперь давайте правую часть тоже сплетем. Завожу крючок, отодвигаю все резинки, кроме самой нижней пары. Если не очень хорошо видно, где она находится, то можно пальцами ее вот так взять и помочь себе. Отодвигаем все резинки, захватываем эту пару. Изнутри снимаем со столбика, накидываем на впереди идущий. Теперь здесь изнутри накидываем вперед. Отодвигаем треугольную. Изнутри захватываем пару. Накидываем вперед. И пока тоже стоп, до рта мы дошли. Теперь нам нужно взять вот эту резинку рта и снять ее чуть ниже. Здесь и здесь. Чтобы она находилась у нас на резиночках, а не на столбиках.
И далее можно продолжить плетение левого и правого ряда. Здесь мы остановились, захватываем пару, накидываем вперед. И здесь последняя пара у нас идет по диагонали на первый столбик центрального ряда. И с правого ряда тоже здесь изнутри вперед пара. И по диагонали пара изнутри на центральный столбик. Левый и правый ряд сплели, теперь давайте плести центральный. Остановились мы вот здесь, отодвигаем треугольную резинку, изнутри захватываем пару, накидываем вперед, изнутри дальше, опять же отодвинув поперечную резинку, изнутри захватываем пару, накидываем вперед. И теперь, внимание, нам нужно взять резинку рта, которая находится немножко повыше, натянуть ее на себя, таким образом, чтобы она у нас располагалась перед третьим столбиком центрального ряда, верхняя часть. А другая часть этой черной резинки располагается за столбиком, а та, которая нам нужна, перед. И продолжаем плетение. Отодвигаем вот эту резинку, изнутри захватываем желтую, снимаем, накидываем вперед. Здесь отодвигаем глазную резинку, изнутри захватываем пару и накидываем вперед. Все сплели. Теперь возьмем одну резиночку, просунем крючок сквозь все резинки, которые находятся на первом столбике центрального ряда, накинем резинку и вытащим ее аккуратно сверху. Из нее сделаем петлю, проведя одну ее часть внутри другой части этой же резинки. Петля получилась, и затягиваем ее. Теперь снимаем со станка все, что мы с вами вместе наплели. Убираем станок, он нам больше не понадобится. И расправляем наш смайлик. Можно посильнее затянуть петельку. Расправляем. Глаза сюда вперед немножко высовываем, чтобы они были лучше заметны. Ротик пониже. Посмотрите, как улыбается уже наш смайлик. Вот эту нижнюю резинку тоже можно немножко поправить, чтобы она у нас по центру располагалась. Так. И, в общем-то, все готово. Вот здесь торчит петелька. Если хотите, вы ее можете куда-нибудь вплести с задней части этого смайлика. Или можно ее увеличить. Допустим, засовываем сюда крючок, протаскиваем резинку, из нее делаем петельку. И у нас получается цепочка, за которую можно более удобно подвесить этот смайлик на портфель, на штаны или еще куда-то, на куртку там, например. Вот так. И за эту резинку подвешиваем. И наш смайлик готов. Очень прикольный и легкий брелок. Я надеюсь, что этот урок вам понравился, и вы себе тоже такого смайлика сплетете. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и пишите в комментариях ваши впечатления по поводу этой фигурки. До новых встреч. Пока.